Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами, за новыми выпусками и за ситуацией, которая, похоже, вот начала как-то меняться. Не верь после этого в разные, не знаю, там, созвездия, звезды. Вот, казалось бы, не было просвета, и конца и края не было. А тут вот определенные наметки свершились. И, о чудо, это 15 января сегодня. Ровно тот день, ровно тот самый, да, день, когда Раввин, так сказать, нам предрекал. В общем, обсудим положение дел с Василием Волгой. Он с нами на связи. Василий, приветствую вас. И почтение вам и вашим зрителям, Александр. Друзья, я всех приглашаю подписаться на Василия в Телеграм. Ссылка в описании к этому видео. Пожалуйста, поставьте лайк и будьте готовы активно включаться в наш сегодняшний разговор, потому что все, кажется, приобретает некие формы. Просто нам о них пока не рассказали. Значит, QR-код, который видите на экране прямо сейчас, это возможность вопрос задать прямо на экран вывести и канал поддержать. Также ваши вопросы принимаются в закрытом клубе зрителей «Шелест», Телеграм-канал есть такой. И, конечно же, открыто в сообществе YouTube. И чат трансляции подключим, но несколько позже. Вот немножко позже. Значит, для начала начнем с голосования сегодняшнего, которое, в общем-то, да, вот стартует наш эфир именно с него. Закончите, пожалуйста, предложение. Война в Украине подходит к концу, по-настоящему только начинается, уходит в другие регионы, стала нормой, без нее уже никак. Такие абсолютно 4 варианта, да, которые там противоречат где-то друг другу, где-то нет, но, в общем, 4 таких угла, 4 точки зрения. Вот исходя из положения дел на сегодня, какой бы вы вариант выбрали? Ну, если бы там был такой вариант, что на сегодня у нас есть все шансы войну прекратить, то я бы выбрал этот вариант. Вот уж какой, не знаю, попадают там формулировки в одну из тех, которые у вас есть, Александр. Вот. Но вот на сегодня этот шанс как никогда действительно резок, актуален. Вот. Ну и вот буквально перед нашим с вами эфиром, да, вот я прослушал, это послание было Путина по международной политике, он там вручал верительные грамоты, и вот то, о чем он говорит. Вы знаете, это на самом деле послание полно оптимизма. Оно полно оптимизма в этой ситуации, в которой мы находимся. Конечно, выступление Путина, оно разительно отличается от последних выступлений его визави Трампа. Да, когда там и факи Дональд Трампович уже успел показывать не как простым рабочим людям. Хочу подчеркнуть, это на самом деле меня, например, это шокировало. Вот. И четко, уверенно, с акцентом на африканский регион, с акцентом на те страны, которые сегодня, страны БРИКС, которые сегодня подвергаются в том числе такому резкому давлению со стороны Соединенных Штатов Америки. И я не могу, вы знаете, не вспомнить, оправдывая свою позицию, вернее, не оправдывая, объясняя свою позицию, я не могу не вспомнить вчерашние и сегодняшние заявления господина Мерца. Вы Угу. же посмотрите, он просто посыпал этими заявлениями. Изначально 2 дня назад, и сегодня он, кстати, повторил, он сказал о том, что, видишь ли, в Германии зарплаты слишком высоки. Мы должны быстро, немедленно уменьшить все заработные платы, потому что экономика не выдерживает. Потому что санкциями не против России мы себя загнали совершенно в глухой угол. Вот, мы не конкурентоспособны. И тут же в рабочей поездке по восточным регионам Германии вчера, сегодня повторяет это Мерц, он делает заявление о том, что Россия – это наш крупнейший сосед, Россия – европейская страна, и достижение балансов и мира с Россией для нас является величайшим приоритетом на сегодня. Он как-то так вот чуть-чуть в 2 разных интерпретациях сказал, что это будет самым большим достижением и величайшим приоритетом на сегодняшний день. Вот, вы знаете, после того, когда Макрон первым оказался, ну, по мнению некоторых,
предателем Украины, предателем всех, когда он отказался, когда Франция отказалась голосовать за конфискацию российских миллиардов в Европе. Тогда Мерц его, кстати, предателем и назвал закулисно. Тогда газеты европейские понесли Макрона как предателя. Но вот сегодня уже и Мерц, господин Мерц поплыл, и поплыл в такой комплементарной форме в сторону России, что если это все взять вместе, то я бы взял пункт, я бы поддержал тот пункт в вашем голосовании, Александр, который говорит о вероятности, о очень высокой вероятности прекращения войны. Ну, уже есть ответ со стороны Путина в этом же послании, да, Путина послам, да, ну, послание послам. В общем, в этом выступлении это было анонсировано. Значит, помимо того, что он заявил, что, в общем, целей по Украине будут добиваться россияне, помимо этого, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной, справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагали варианты по поводу расширения НАТО, он выступил, говорит, может быть достигнуто вот соглашение, и чем скорее, тем лучше, вот мирное урегулирование на Украине. А вот по поводу Европы четкий же ответ Мерцу и Мелани, Макрону, да, которые ищут переговорщика. Говорят, Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений с Европой, открыто сотрудничество со всеми без исключения европейскими странами. То есть необходимое сотрудничество, и все страны, пожалуйста, это вот четко предсказано, это четко видно было по риторике, пожалуйста, давайте говорить. И тут, кажется, поплыла не только Мерц, а в принципе Европа и в принципе коалиция желающих, потому что ровно вчера Зеленский жаловался на то, что плохо дела идут с наполнением фонда на оружие. Пурл, да, он называется. Да, Перл, да, Пурл. То есть все как-то вот резко задумались, и нечто как бы кулуарно за кулисами происходит. А Уитакер из Америки, представитель в НАТО, американский, говорит, что у нас последний ярд остался до мира, до сделки. Вы понимаете, как это будет подаваться для украинцев? Или это будет как ушат на голову холодной воды? Ну, зависит от того, какой переключатель будет работать на этом першем канале. К сожалению, большому мы говорим об этом, и мы это видим, что во время войны работают механизмы боевой пропаганды. Боевая пропаганда у вас, кстати, среди ваших гостей, прекрасный вам удалось, конечно, канал сделать, гости великолепные. Вот среди гостей есть большие специалисты в области работы с боевой пропагандой. То есть это отдельный такой раздел, который изучается в высших военных заведениях. Вот. Так вот, эта боевая пропаганда, она так сильно на сегодняшний момент поразила украинцев, да все стороны. И украинцев, и русских, нужно сказать. И там действуют одинаковые механизмы, разнонаправленные вектора. Вот. Что на сегодняшний момент, если не переключить вот этот переключатель, который подает пищу сегодня, на сегодняшний день информационную пищу, соответствующими оценками подает украинцам, то это будет трудно сделать. Но если переключение состоится, знаете, у меня опять-таки такая маленькая надежда была на то, что один из тех, кто призывал атаковать Россию с саперными лопатками, вот, господин Кулеба, да, который выступил и сказал, что вдруг он понял, что украинцы, особенно женщины, не хотят отправлять своих сыновей на фронт. Что все на самом деле, может быть, и боятся сказать публично, но на сегодняшний день хотят мира. Мира хотят. И вот, может быть, и, конечно, в первую очередь, если примут для себя решение господа, которые сегодня дергают за ниточки господина Зеленского, и будет поменена риторика, и переключится переключатель на перша, ну то тогда, возможно, и украинцы достаточно активно примут. Знаете, я вот совсем только с утра вот в Фейсбуке написал пост по поводу трагической ситуации, вот, которая сегодня в Украине, в Киеве в частности, да, она реально трагическая ситуация, это большая трагедия. Да. Одно дело, когда эта трагедия где-то далеко, где-то в Донецке, в Луганске, или там, не знаю, блокаут Крыму, там, это где-то далеко.
Это далеко, и мы тогда можем философствовать, рассказывать о том, какие существуют учения, кто как предполагает. Когда меня касается, это совсем другая история. Я за сегодняшний день переговорил с несколькими людьми в Киеве, я услышал просто, знаете, ну, такой очень глубокую депрессию. Глубокую депрессию. Вот. И в этой самой глубокой депрессии, когда, увы, вот в такой ситуации, в ситуации сегодняшнего киевского блокаута, находятся люди, переключение возможно, и тогда, может быть, будет воспринята возможность реального мира и болтовни о реальном мире. Ну и, конечно, важно, чтобы Англия перестала дергать Зеленского. Надеюсь, что это публичное заявление Мерца, я внимательно смотрел на его глаза. Вы знаете, ему было столь сложно произнести эти слова. Совсем же недавно, еще 1,5 года тому назад, Мерц заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения России. Ему было столь сложно это, но он это переступил. Он это сказал. Ну и что мне видится очень важным. Вот, потому что, ну, сама политическая необходимость, к слову сказать, знаете, его приперла к стенке. Темпы, которыми АфД набирает популярность в Германии. Вот, АфД, я думаю, ваши зрители все знают, что это партия, которая требует на сегодня восстановления отношений с Россией, прекращения войны, украинской войны, через прекращение поставок вооружений и помощи Украине. Вот. И на востоке Германии это набирает огромных оборотов, и Мерц поехал спасать положение. А спасать можно каким образом? Сказать то, что хотят услышать немцы, во всяком случае восточные немцы, которые до сих пор очень близки к России, которые до сих пор, ну, после Советского Союза, после единой советской системы очень близки. Вот. И вот он это сказал. Так что надежда есть. Да, надежды, конечно, есть, но посмотрим, во что это выльется, понимаете? Потому что действительно катастрофическая ситуация, режим чрезвычайной ситуации был объявлен Зеленским. Многие, конечно, разводят руками и не понимают, да, вот, ну, в смысле удаленка, да, то есть в квартирах холодно, замерзают старики, замерзают там животные, все, мерзнут все, морозы. Понятное дело, да, что там пытается чего-то сказать Кличко, получает сразу отпор, на этом фоне парламент, там происходят такие странные вещи. Во-первых, они там в курточках, ну, утепленные, а во-вторых, да, вот началась какая-то очень интересная история вокруг Тимошенко. Значит, выходит Тимошенко сегодня. Ну, то есть, смотрите, ей вручили подозрения, в общем, занимаются. Показали доллары, Коломойский посмеялся. Но, опять, если вот мы пробуем анализировать, ну, или хотя бы каким-то образом, да, нужно читать тексты. Нужно перекладывать даже вот эти публичные, собственно, выступления, да, на тексты. Вот, например, значит, она выходит на трибуну парламента со своими бравыми соратниками, которые, если верить пленкам НАБУ и записям, за 10 тысяч долларов в месяц, но наперед голосуют дисциплинарно, ну, то есть в рамках дисциплины, одинаково, как фракция сказала, так и будет. И, собственно, поэтому там слуги, которые, наверное, получали меньше, они вот потянулись туда. Я не думаю, что из-за того, что они там чего-то почувствовали, тут именно шкурный меркантильный интерес. Но один из этих слуг, в общем-то, Тимошенко и записал. Да? И вот она говорит: Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине. Значит, понимаете, в чем дело? Борьба-то это хорошо. Обвинила президента, обвинила там все уровни. У меня есть такое вот наблюдение. Ну вот Тимошенко одна из тех, кого, ну, за последние годы в пророссийскости точно не обвинишь. Но и с хорошими связями она их налаживала достаточно долго в Америке. И так вот возникла версия, что они ее ли готовят, если не там, на руководителя временного там какого-то правительства, если там не спикера Верховной Рады, как раз-таки американцы, чтобы условно удержать Украину и восстановить ее так, как они хотят.
Ну, многие говорили, что ставки на Тимошенко определенные есть. А тут ее сбивают, да еще и таким подлым способом, засылая к ней засланного казачка с микрофоном, где она шепчет про деньги прямо ему в микрофон, переходя на шепот. Что означает эта история вокруг Тимошенко и вокруг вот этой коррупции, которая сейчас будет с каждого утюга, с каждого рта? Тимошенко может громко кричать, если захочет, и доносить как раз-таки за океан все эти факты про коррупцию и так далее, и так далее. Как это вплетается в мирный процесс и сговорчивость Зеленского и его нового старого окружения? Ну, мне кажется, впрямую. Мне кажется, вплетается впрямую. Но вот я хотел бы закончить. Вы начали с этого вот постановку вопроса о том, что холодно в Киеве. Да? Вот я начал говорить о том, что на пост, который я только вот написал 3 часа назад, у меня там уже где-то около 1500 комментариев. То есть очень активно идет обсуждение. И как показывает статистика Facebook, это в основном пишут киевляне и днепропетровцы и из Кривого Рога. Да? Вот, ну, то есть там, где наиболее тяжелая ситуация. И там, ну, несмотря на это обсуждение, во-первых, радует то, что все-таки раздаются трезвые голоса. Когда люди говорят «хватит», «хватит, давайте останавливаться». Вот. И здесь также, почему я об этом вспомнил, вспоминаю Тимошенко. Ну, естественно, скандал громкий, естественно, об этом много говорят. Вот, но, знаете, чтобы ответить на ваш вопрос, не рассматривает ли Тимошенко как того человека, который вместо Зеленского построит вот какие-то отношения, ну, версий действительно много. Я выскажу свое отношение. Я много лет и в парламенте, и до парламента, в бизнесе, я работал с Тимошенко. Вот. Ну, в каком смысле? На одном поле. На одном поле, это было поле энергетики, поле долговых обязательств в области энергетики. И я хотел бы напомнить всем, что Юлия Владимировна стала миллиардером, она сегодня миллиардер, долларовый миллиардер. Она не является сегодня популярным политиком в том смысле, не в том что, смысле, что ее все знают. Нет, сколько за нее готовы голосовать. Я думаю, что Юлины антирейтинги на сегодня одни из самых высоких по Украине. Но она может покупать. Это всегда было ее работой. Так вот, происхождение ее миллиардов – это 95-96 год, толчок. Тогда, если помните, Павел Лазаренко был такой товарищ, он был премьер-министром. Юлия Владимировна, у них тогда на тот момент были очень близкие, ну, назовем их дружеские отношения. Вот. И Юлия Владимировна возглавляла тогда единую энергосистему Украины. Была такая мощная компания. Что произошло? На тот момент, ну, знаете, здесь нужно сказать еще о том, что Россия за эти годы, вот где-то начиная с 95 года по 2020, она ведь подарила Украине порядка 150 миллиардов долларов. Это, подчеркиваю, это не инвестиция, это субсидии. Это прямые деньги, которые Украина получала в разнице в цене на газ по сравнению с европейскими и мировыми конкурентами. В то время, когда в Европу Россия продавала газ уже по цене там, от 150 до 220 долларов, Украина покупала, внимание, по 44 доллара за 1000 кубических метров. Пришла Юлия Владимировна с Павлом Ивановичем Лазаренко в одну ночь. Цена для всех потребителей Украины с 95 на 96 год изменилась с 44 долларов до 83 за 1000 кубических метров. Почти в 2 раза. Но внимание, Россия как продавала Украине газ по 44 доллара, так и продолжала продавать по 44 доллара. Юлия Владимировна с Павлом Ивановичем вот эту накидочку, наценочку делили пополам. За что, собственно говоря, Павел Иванович Лазаренко сел на кол в Соединенных Штатах Америки. Юле удалось отпетлять. Действительно, Юлия Владимировна, действительно, вот в момент выборов, когда Зеленского выбрали, пока рейтинги Зеленского не выскочили выше Тимошенко, она лидировала, если вы помните. Действительно, на нее смотрели и в Кремле, и на Западе. На нее смотрели как на того человека, который сможет работать. Это правда. Нужно отдать должное. В программе Юлии Владимировны был записан пункт. Это был единственный кандидат в президенты, который этот пункт имел. О восстановлении, о принятии участия вместе с Россией и Китаем в восстановлении Великого Китайского шелкового пути. Делалось это в контексте инициативы Меркель и Путина
о создании единого пространства безопасности и сотрудничества от Атлантики до Курил. Может, помните, эта формула, вот она очень часто звучала от Меркель, она звучала от Путина, от китайских лидеров она звучала. Вот, да, и на тот момент Юлия Владимировна с этой идеей, то есть мы подключаемся, китайцы тогда дарили 9 миллиардов просто так Украине, ну, такой очень серьезный был проект, шумный проект, но залетел, слуга народа, и Юлия Владимировна осталась позади. На сегодняшний момент я просто не верю в то, что Юлия Владимировна рассматривается кем-то из международного сообщества, из тех закулисных игроков, которые пытаются подстроиться под естественный природный ход политического и международного процесса и вклиниться в него, чтобы поставить своих игроков, вот, что Юлия Владимировна как-то серьезно она рассматривается. Дело в том, что американцы, они всегда поступали, знаете, проще. Зачем создавать дополнительную политическую сущность? Этого делать не надо. Когда рождается сущность, когда она набирает проценты, его нужно купить, запугать, ну, в общем, его нужно прибрать к рукам. Ну, украинских лидеров, которые так вырастали, всех покупали. Всех покупали. Ну, и Юлия Владимировна, действуя в этой логике, и она всегда так действовала, решила вот прикупить. И вот здесь, кстати, в подтверждение моих слов, НАБУ Юлю и берет. То есть орган, который напрямую контролируется не Украиной, который напрямую зависим от Соединенных Штатов Америки, берет Юлю в таком раскладе, который... Вот. Но знаете, я вот, Александр, если отойти от чисто такого, ну, политологического, что ли, анализа ситуации, а сказать о нравственной модели, ну, я скажу, это беда. Просто беда и просто катастрофа. Ведь эти вот, понимаете, эти парикмахеры, эти, кто там, водители, из кого парламент там набрали у Зеленского, которые вот эти вот, они же голосуют, отправляя украинских мужчин, здоровых, больных, отловленных, избитых, униженных, отправляя на передовую в мясные эти штурмы. Вот эти детки, которые по сути своей, ну, уже так испорчены, так вырождены. Украинская политическая элита на сегодняшний момент представляет гадюшник. Где это было? В каком фильме? Если одна гадина ест другую гадину, да, то нам это выгодно. И то, что они сегодня жрут друг друга, я надеюсь, это будет приближать процесс мира. И здесь еще какой момент, понимаете, я понимаю, это опять моя позиция. Мы все с вами находимся в некотором тумане предположений из того, что есть. События с такой скоростью сыпятся на нас с вами, что не выдерживает ни одна теория заговора. Мы не попадаем ни в один закон общественного развития. То есть вообще происходит, мы как на вулкане, честно говоря. Вот. Но я вижу, что вышибание парламента, дискредитация парламента раз за разом, я думаю, это не остановится. Я думаю, мы впереди с вами увидим еще новые подозрения, новые обвинения и факты о глубочайшей коррупции украинского парламента. Это все делается для того, чтобы выбить стульчик. Вот один из последних стульчиков, на которых стоит Зеленский. Поскольку Трамп сказал, что это, ну как, главное препятствие сегодня на пути к миру, Зеленский. Да, Трамп сказал, что у Зеленского карт нет. Ну и исполнители начали исполнять очень эффективно все то, чтобы слова, которые Трамп произнес, оказались реальностью. Действуют они на удивление быстро и эффективно. Ну, смотрите, у самого Зеленского сейчас кадровые перестановки. Некоторые оценивают появление Федорова, ну, прямо об этом говорят, что будут разыскивать всех мужиков, всех, собственно, тех из 2 миллионов, о которых он и сам говорил, у которых проблемы. СЗЧ, проблемы с мобилизационными документами. И ну, все приходят к выводу, что это, конечно же, усиление, направлено непосредственно на продолжение войны. По поводу Буданова, ну, мы говорили часто там, да, вот, по поводу того, что это означает, мир или война, но сам факт, да, назначения разведчика, да, это... Ну, это точно не про мир, да, это вот какой... А сейчас у Зеленского, кроме вот этих перестановок, энергетики, понятно, он вынужден. Вот вы представляете, как человек, на которого светили все софиты, который включался там, я не знаю,
премии там, дворового футбола, да, в какой-нибудь, в любой западной стране, везде был период, в 22 году он везде включался по видеосвязи, да, потом он встал, говорит, время ездить, начал, он везде побывал, везде поездил, на всех вершинах побывал, а теперь он вынужден публиковать селекторы с губернаторами, да, там, главами облгосадминистраций. Ну, вот так, да, вот потому что это, конечно, не его уровень. Он, понятное дело, в этом допускает определенные ошибки. Вводит чрезвычайную ситуацию, убирает людей на удаленку, да, детей, людей на удаленку, а удаленка, простите, люди на работу ходят, потому что там хоть, ну, какая-то работа, и там есть какой-то генератор, экофлоу и так далее, да. Ну, вот как-то и школы до какого-то момента держали плюс-минус в тепле. В общем, неказистое решение. Давайте комендантский час отменим. А что это решит? Ну, ночью можно куда-то пройти, перейти. Куда? В пункт несокрушимости. Вместе с этим есть там Кирилл Тимошенко, он радуется. Это я их придумал с командой. Похвалите меня. 3 года назад, вы смеялись, а вот смотрите, как пригодились. Но люди, написано там супермаркет, пункт несокрушимости. В Днепре, например, пункт несокрушимости. Пришла, приносит свой генератор, ну или там экофлоу, зарядную станцию, большой, короче, пауэрбанк, а ее прогоняют, говорят, пошла вон, только мобильный телефон можно сюда сунуть. Она говорит, подождите, ну вы ж, написано, пункт несокрушимости в супермаркете. Она говорит, нет, мы не можем, у нас генератор не потянет. Говорит, везде тянет у вас. Короче, люди ругаются, скандалят, страдают, перекрывают дороги, реагируют на все это. Понижается уровень потребностей. Все вот очень сейчас на минимуме, понимаете, цены растут, гривну отпускают, потребности ниже. Короче, кошмар, да, вот с этой точки зрения. Но мне интересно, чем ответит Зеленский. У него сейчас такая сессия встреч: Кулеба, Лопатамен, да, Притула, Потом я не слышал еще, извините. Стерненко. Это сегодня. Притула вчера. То есть, причем, вот смотрите, давайте волонтерством, давайте вот заниматься, давайте вот помогать. Но, с другой стороны, мы же видим, что они-то пишут, понятное дело, там о волонтере Стерненко и Притуле. Но на самом-то деле они, в принципе, он собирает политическую какую-то тусовку, минусуя всех остальных. Если попытаться взглянуть на Зеленского, у него есть план, как у руководителя, как у единицы, ну и как у политического животного? План у него сегодня выживание. План у него сегодня один, и он, я думаю, не знаю, спит ли сегодня Зеленский, в принципе. У него план один – это хвататься за любую соломинку, вроде Стерненок или Притул, хвататься за что угодно. Но здесь, знаете, здесь я хочу сказать о том, что ну, вот я регулярно отслеживаю европейскую прессу, да? И немецкую, конечно, в первую очередь я по-немецки читаю. И я вижу ситуацию, которая сегодня разворачивается с 90 миллиардами. То, как мы предполагали с вами, кстати, вот в нашем с вами первой встрече, то, как мы предполагали, возникают серьезные проблемы. Франция первая с этим проблемой выступила. Но сейчас начинаются серьезные дискуссии северных стран, которые должны внести свои части. Они отказываются в внесении этих частей или же предлагают это сделать таким образом, чтобы их миллиарды из их страны не уходили, а были вложены в экономику, то есть военное производство на территории своих стран. Мерц кричит, мы же так не договаривались. И знаете, и мне кажется, ему отвечают, мы никак не договаривались. Мы написали на самом деле только протокол о намерениях. То есть юридическая форма и все это имеет очень слабый вес. Вот. И на сегодняшний момент мне, например, больше видится ситуация Зеленского, когда он приглашает, ну, я думаю, что еще, конечно, следственные органы и суд должны будут сказать свое слово по поводу Стерненок, по поводу Притул, вот, по поводу всех этих людей. Вот не хочу я преждевременно их называть там ворами, подлецами и всем остальным. Вот пускай суд сначала это скажет. Вот, но вот эти люди... Подождите, да, суд сказал, что он убил человека, Стерненко.
Ну да, убийца, как минимум, совершенно верно. Ну, я именно про воров, вот, когда эта ситуация с деньгами сегодня происходит. Вот. И когда вдруг возникает ситуация о том, что деньги-то заканчиваются. Вот Федорова, вы вспомнили. Его выступление о том, что ну мало того, что в СЗЧ огромное количество уже бежит, они их как на улицах ловят, отправляют, так разбегаются все и прячутся, где кто только может спрятаться. Вот. Не думаю, что новые электронные методы Федорова позволят более эффективно вылавливать людей и искать, где они там есть. Мало того, люди стрелять начали по средствам передвижения ТЦК. Это же вообще вопиющий случай, когда во Львове был обстрелян, ну, слава богу, не расстрелян, но обстрелян. Это же, понимаете, это не просто человек защищается от ТЦК и ножом бьет работника ТЦК. То есть в состоянии аффекта он боится на фронт, он не хочет быть забран, понимает, что он будет уничтожен, унижен и отправлен, и убит на фронте. Да, он себя таким образом в состоянии аффекта ведет. А здесь по-другому. Здесь человек берет пистолет, продумывает, как он будет ехать. Возможно, у него помощники, какая-то группа. Почему он это делает? Ну, то ли его отца забрили, и он погиб, то ли сына, то ли еще, не знаю. Но когда это делается, то это уже серьезный прецедент, который говорит о том, что нужно будет увеличивать заработную плату работникам ТЦК. Скоро работать не будет, сопротивление будет более сильным. И в данной ситуации, вы знаете, когда денег нет, приглашение притулу и Стерненок, это, конечно, слабая уже в этой ситуации форма, но он за соломинку хватается. Сказать: граждане, денег нет, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Донатить начинаем. Выгребайте все, что у вас есть. Иначе фронт не выстоит, иначе мы не сможем. Вот. Ну, то есть, мне видится это именно так. То есть, притулы и Стерненки и попытка вот их каким-то образом вознести на такую пирамиду, посидеть, побеседовать с убийцей, побеседовать у себя в кабинете, в президентском кабинете. Вот. Ну, это подъем на небывалую ранее высоту для этих прохиндеев. Вот. Так что мне в данной ситуации видится, что хаос у Зеленского, а не план. Хаос. Единственное, что в данной ситуации хвататься за соломинку. Я даже не представляю, вы знаете, вот, что переживает сегодня Зеленский, когда совсем недавно, ну, может, там, пару недель назад, Мерц его по плечу похлопал. Так свысока на него смотрел, вот он же более высокого роста, свысока смотрел, говорит: брат, держись, мы стоим до конца, до нанесения стратегического поражения. И он держался и стоял, и рассказывал, как мы с канцлером галантерейщик и кардинал. А сегодня он заявляет, Мерц, имею в виду, о том, что, оказывается, Россия – это страна европейская. Оказывается, что Европа без самой большой европейской этой страны не тянет. Оказывается, зарплаты нужно, причем, внимание, он говорит о необходимости пересмотра подхода к социальному государству Германия. Он очень серьезно об этом говорит. Но его вчерашнее выступление о необходимости немедленного урезания заработных плат, поскольку это сильно влияет на себестоимость продукции, ведь цены на энергоносители мы уменьшить не можем. Санкции-то уже все заблокировали. Ну не получится, что сделать? Зарплату уменьшить. Вот нашел выход. И я себе представляю, как Зеленский сегодня все это слушает. Да в хаосе он и будет хвататься за соломинку. Но будем смотреть за развитием событий. Лишний раз скажу, я бы все-таки на месте ваших подписчиков голосовал за то, что мир будет скоро. Ну, это как бы чувствуется, сквозит. Но опять-таки эту форточку могут приоткрыть, призакрыть. Вот смотрите, интересно просто, что изменилось, если так оценивать ситуацию. Ну, давайте геополитически оценим. Что вот поменялось? То, что Трамп не нападет на Иран, ну, или будет тянуть, или будет что-то эдакое придумывать. В принципе, многие писали, но они писали как с сарказмом, посмеиваясь, да, что они же довели вот сейчас эту эскалацию до такого пика, просто мама не горюй.
То есть уже там, ладно, там заявления, там самолеты поснимались, из баз солдат увели, всех предупредили не ногой в этот Иран. Иран закрыл воздушное пространство, сегодня, правда, открыл. Ну, то есть все ждали, все ждали. Вот сейчас вот прошлой ночью начнется. Может, там что-то начнется внезапно следующей ночью. Вот сутки, 72 часа, 48 часов, сколько? А потом выходит Трамп, говорит, все, убийства прекратились. Ну, мы как бы победили. Все, мы поговорили. Выходит министр иностранных дел Ирана, говорит, да все нормально. Ну, в том плане, что мы не убивали протестующих. Это там затесались подлые террористы. Мы вот их ликвидировали. Поэтому, а так, ну, то есть все хорошо, понимаете? И Трамп довел до пика, а потом отпустил ситуацию. Да, и как-то все стало и образумилось, и уже по-другому смотрят вообще на мир многие игроки. Гренландия, та же самая песня. Сейчас доводится до пика, да, а потом вот как бы отпускается ситуация, и посмотрим, куда выплывет. А потом наносится какой-то удар тогда, когда это нужно, или вот что-то делается тогда, когда это нужно. Что могло произойти с европейцами, которые излучали поддержку и там, целовались с Зеленским, а денег не дали, а назаявляли с три короба, это ладно там, Мерц, но Мерц-то просто показательный, да, а Макрон выходит сегодня и говорит, европейское оружие лучше, чем американское, поэтому покупайте у нас. Ну, то есть, понимаете... Как рекламный агент, да, уже работает. Ну, получается какая-то очень интересная. Что в кулуарах произошло? И Кушнер же с Виткофом в Москву пока не доехали. Даты еще нет вот этой встречи, когда они должны финализировать вот эти все прошлые договоренности и переговоры. Но что-то явно могло произойти. Что это может быть? Возле чего лежать? Ну, знаете, поляки говорят, это их национальная поговорка. Поляки говорят, если не знаешь, в чем дело, то дело в деньгах. Вот это самый главный ответ на вопросы. Европа реально оказалась в тяжелейшей экономической ситуации. Для Европы на сегодняшний момент, ну и особенно для лидеров национальных государств или для тех политических сил, которые отстаивают в первую очередь интересы своего государства, как Орбан, например, как Фицо, да, как те же лидеры АФД. Вот, то есть для этих политических сил и политических лидеров ситуация становится все более катастрофична. Они со страхом и ужасом смотрели на разнообразные идиотские, извините меня, заявления Каллас, господи, извините, да, вот. И, ну, в принципе, чиновников Европейского Союза, которые распоряжались национальными богатствами других государств как своей собственной вотчиной. Ну и да распоряжались. Вот. И это ужасающее положение, ну, когда, ну, понимаете, когда, ну, для немца, ну, вот ведущая экономика Европейского Союза, экономика немецкая. Да? Экономика немецкая в Европейском Союзе, это, знаете, как Китай для стран Индокитая. Ли Куан Ю, когда он писал свою книгу, эту интересную, да, из третьего мира в первый, он в этой книге отметил интересный момент, что мы не действуем так, как действуют европейцы. Мы действуем по-другому. Мы, когда есть Китай, который поднимается, так мы с ним не конкурируем, а прислоняемся к нему. Происходит синергия, то есть Китай поднимает нас, мы поднимаем Китай. Ну, справедливости ради, надо сказать, что нечто подобную функцию до определенного времени выполняла Германия. Это было еще лет 10 тому назад, это так и было. Последние 10 лет Германия, в силу возникновения проблем, она больше действует по отношению к национальным экономикам других государств, как грабитель. То есть она выжимает. Знаете, как как это было всегда конфликт между Крымом, например, и Киевом. Когда каждый раз крымский бюджет, еще тогда в 90-е годы был около 10 миллиардов гривен, они собирали в бюджет, столько же где-то собирал Киев, город Киев. Вот. Но всеукраинский бюджет делал заем на 5 миллиардов у Крыма, обещая ему в конце года вернуть и никогда не возвращал. Да? А потом все списывалось по результатам года. И вот Крым все время жаловался, что Украина обворовывает его. То же самое делает и Германия, и германская экономика. И вот у них сегодня, которые привыкли, что работа всегда есть,
что специалисты высокого уровня в промышленности, в автомобилестроении, самолетостроении, что эти люди, они всегда востребованы, что они получают такие заработные платы, которые позволяют не только хорошо жить, но построить дом своим детям, каждому из детей. Вот, дать им высокое образование и тому подобное. И сегодня они стоят, очень многие из них потеряли работу, и стоят перед ситуацией, когда им канцлер их страны сказал о том, что, ребята, этого больше не будет. Мы это все будем снижать. Соответственно, это формирует очень серьезные политические противоречия и настроения, которые заставляют политиков прислушиваться. Здесь мы с вами имеем ситуацию, это изменение в силу того, что, как говорил один персонаж, я устал, я ухожу. Европейский Союз измотан, Европейский Союз устал. И несмотря на все его, знаете, такие заявления бравурные, особенно бравурные заявления украинских ястребов, украинских политиков, которые ратовали все эти годы за войну, хотели ноги помыть где-то там в Ялте, вот, еще что-то, как будто дома воды нет, вот, еще что-то в этом роде. Вот. Эти все товарищи на сегодняшний момент оказываются в ситуации, увы, проигрыша. И когда они говорили о том, что Европейский Союз многократно сильнее и богаче России, что те 53 страны, которые сегодня жизнями украинцев ведут войну против России, что эти 53 страны имеют валовый внутренний продукт, многократно превосходящий валовый внутренний продукт России, они, оказывается, считали неверно. И это я говорю совершенно ответственно. Неправильный подсчет. И сами все поверили в самих себя, что они в состоянии это сделать. Но, как оказалось, ведь этот огромный Европейский Союз с полумиллиардом населения, он оказался слабее, чем Россия, про которую сказки рассказывали, про туалеты из дерева на Красной площади, про медведей, шапки-ушанки и все остальное. Признание правды, то есть прекратить, в конце концов, выдавать желаемое за действительное, это главная потребность сегодняшнего Европейского Союза. Ну, вы считаете, что Зеленский прям уйдет? Я считаю, что Зеленский будет зубами, когда зубы вырвутся, когтями, колей, тем, чем только можно будет держаться за власть. И он не уйдет до последнего. Уход для Зеленского с каждым днем становится все менее вероятен, и все более вероятен его уход как Чаушеску. Он может закончить очень плохо. Он может быть расстрелян прямо перед подъездом администрации президента. И расстреляют его те, кто сегодня вот там за него, за его унитаз погибает на фронте. Вот они его расстреляют. Так что он будет держаться. Если система изменится, если вдруг ребята на фронте повернут автоматы в другую сторону, если вдруг станет понятно, что вот этот вся эта гадость, которая на сегодняшний момент, вся эта грязь, которая на сегодняшний момент выливается из парламента, просто тысячами кубометров грязи, что все это ради того, чтобы только они грабили, что все эти сотни тысяч или миллион или больше, я думаю, мы в ужасе все будем, когда узнаем истинные цифры погибших украинцев. Вот. Что все это только ради вот этого, ради этих 10 тысяч пошептать на ушко. На, семейку в Турцию сводишь? Да-да, давай. А сама ради чего? Ради того, чтобы повалить Зеленского и самой же добраться до корыта, чтобы на кровушке украинской вот эти вот миллиарды, вот эту помощь, остатки этой помощи воровать. Вот в чем правда. И вот ежели дойдет это, оно доходит, Александр, оно доходит, то Зеленский может закончить как Чаушеску. Так какая альтернатива? Ну вот здравая, какая альтернатива может быть для Украины? Давайте так. Вы имеете в виду личность? Или альтернативу, что делать, в принципе, идеалистическую? Не, смотрите, давайте с личности начнем, а от личности уже посмотрим, что делать. Потому что, вот я просто набросаю там несколько штрихов. Штрих первый. Россияне и украинцы враги надолго. Тут уровень пропаганды с одной и с другой стороны, тут уровень
смертей банально. Я не знаю, видели вы или нет, мне попались вот эти кадры, когда в колонию, где опять-таки, то есть нам же как подают, вот российские военные, плененные. Их не так много, ну, в общем, пришли к ним в тюрьму, я не знаю, может вам попадалось, может не попадалось, и там типа, все привыкли к этим всяким там Золкинам, там, каким-то апостолам, которые там сидят за столом, звонят родным российским. А тут девочка пришла с микрофончиком поснимать колонию, поснимать какие условия, ну, там понятно, колония, они сидят, работают, крутят мебель, вот эту плетеную, да, и, в общем, она зацепилась там с каким-то. В общем, мало кто хочет говорить, разного возраста ребята. И зацепилась с каким-то человеком. Ну и там они так фрагментами, вырезками, надо было несколько посмотреть, ну то, что мне попалось, чтобы понять, вообще сложить картину. А человек дончанин. Говорит, я вообще из Донецка, я в Киеве учился, институт, да, у меня был за плечами. Я вот в Киеве, да, говорит, меня не меняют, 3 года уже не меняют. Вот там все же как говорили, что там война была далеко, то, что, о чем вы сказали выше сегодня. Да, тут война пришла вот в каждый дом. И он очень оптимистично говорит, ничего страшного, придет время, обменяют. Да, говорит, а она его провоцирует, типа, а вы не боитесь, что вас там посадят, вы же как бы в плену уже, вас почему-то не меняют. Говорит, а что с меня взять, я рядовой. Ну, то есть, я не сдавался в плен, меня взяли в плен, я в бою попал в плен. Говорит, у меня нет, я не командир, я ничего. И у него как раз спрашивали, а вот там русские, украинцы, а он-то с Донецка. Ну, то есть, понимаете? Да. Ну. И вот этот вот момент, вот мне вот так поразил, что он говорит, да все быстро закончится. Ну, то есть, быстро, все опять. Он учился в Киеве, он сам с Донецка, да, он в рядах российской армии попал в плен в украинскую сторону, сейчас крутит мебель, его не меняют. Ну, говорит, ну, все равно будет тут работать, говорит, будете еще на заработки ездить в Россию, как было раньше, и русские будут приезжать на этот Львовский фестиваль джаза. Все пройдет. Понятное дело, что сейчас она же, как говорит, я же девушка, мои дети будут ненавидеть ваших детей. Он говорит, не будет. Ну, то есть, это вы так говорите, чтобы вас обменяли, да, вот, чтобы показали, обменяли. Говорит, ну, придет черед, обменяют. Ну, такая судьба, вот так получилось. И вы понимаете, с этим же очень что-то нужно делать. Нужно как-то же возвращать, я не говорю там дружбу, нормальные отношения. А это очень сложно сделать вот на примере вот таких диалогов, да, с военнопленными, которыми, кстати, Украина славится. Ну, Украина славится. Если в России там просто на камеру навели, там рассказали по тексту, без текста, чего-то где-то, там попытались это делать, но как-то вот не зашло с российской стороны пропагандисты, ну, вот на интервью вот это, да, какого-то Нарванова посадить напротив, и все же понимают, что это пленное, что он может сказать, да, то есть как-то же надо преодолевать этот ров с крокодилами. Пример, я обязательно посмотрю это в сети, поищу, пример, который вы рассказали, но просто прекрасный этот пример. И я подчеркну, я на этом стоял, стоять буду. Я вам благодарен за то, что вы сегодня чуть-чуть мой канал подсветили, телеграм-канал. Так вот, я в описании телеграм-канала этого гнал, то я стоял на том, что русские, украинцы и белорусы будут вместе. Будут жить в дружбе и в сотрудничестве. Не обязательно это будет одно государство, нет. А то, что на сегодняшний момент как минимум 10 миллионов украинцев, 5 из которых только вот за время войны бежали в Россию, находятся в России и живут другим воздухом. Сколько родственников, сколько перемешанных семей, зачем далеко ходить? Мой отец украинец, родом из Житомирской области, село Вышевичи. Мать моя русская, с Сахалина. Понимаете, Сахалина, город Секука, такое название было. Вот. И у нас вся семья перемешана вот так, вся родня перемешана. И да, конечно, будем долго мы эти раны залечивать. Но я не думаю, что это будет слишком уж долго. Я думаю, что, Александр, так, ну, посмотрите, вы же делаете прекрасную работу. Главное разговаривать. Вот главное говорить. Перестать ненавидеть. В другом человеке увидеть человека. И уж тем более, когда мы все ягоды одной православной поляны. Понимаете? Вот. Так что я
вижу то, что в случае остановки войны, на что я надеюсь, что это может произойти в достаточно обозримой перспективе, то есть я не вижу продолжения более чем полгода, я не вижу этой истории. Вот. И я надеюсь, что это возможно будет в ближайшее время. И тогда именно разговор друг с другом. Тогда важны вот эти все информационные площадки наши с вами, в Фейсбуке, вот это телевидение. Ну, конечно, если вернется свобода слова там на телевидение украинское, и можно будет появиться и разговаривать. Вот. Прямые контакты, культурные обмены. Сколько лет? Не знаю. Но сегодня у нас будет требовать с вами экономика работы, засучив рукава. Восстановить экономику Украины без того, что экономика Украины вмонтируется в мировое разделение труда, геополитическое разделение труда, именно станет тем мостом между Европой и Россией, о Так котором тут, сегодня... так тут же украинское вот это. Сейчас придет дядя, нам все восстановит. Сейчас Трамп подымет зарплату. Да, 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 да. Знаете, когда на протяжении предыдущих лет украинцы жили в ситуации, мы с вами жили в ситуации, когда законы социально-экономического развития никого не интересовали. Выросло целое поколение, которому плевать на эти законы. Почему? Потому что мы их нарушали. Возникали проблемы, а нам тут же соломку из миллиардов подсовывали. В этом всем была одна цель. Надо было воспитать на протяжении 30 лет, подготовить Украину к столкновению с Россией. И это делалось. Русофобия воспитывалась, начиная, ну, конечно, катилась от Западной Украины, увы, это правда. Вот катилась от Западной Украины, закатилась в Киев, захватила высшую школу, среднюю школу, начальную школу захватила. Вот, и это делалось, и тогда подпитывалось. Но вот сегодня, когда этого уже просто невозможно делать, но когда уже придется рано залечивать, придется жить в соответствии с законами экономики. И тогда поставить просто предприятие, которое будет производить, например, тарелки, которые никто покупать не будет, бесполезно. Необходимо поставить предприятие, в которое, с одной стороны, будут входить ресурсы, энергетические, человеческие, трудовые ресурсы, а с другой стороны, на рынке сбыта это появится, пойдет. Куда? Европейские рынки сбыта забиты и закрыты. Да, и не сможет Украина ничего предложить для европейских рынков сбыта. Это будет блокироваться. Огромные рынки сбыта вон там, на Востоке. В Китае, в Индии, в России. И ежели мы не будем к этому возвращаться, мы ничего не сделаем. Ну и я думаю, что, знаете, в конце концов, вот этот здравый экономический смысл, он будет побеждать. Так же, как в конце концов побеждает холодильник, отопление. Понимаете? То есть, когда побеждают непосредственные экономические потребности каждого конкретного человека. И я верю в то, что это направление, я верю в то, что мы сможем преодолеть существующую на сегодня взаимную ненависть. Так а какой будет страна? За счет чего жить? Страна будет нейтральной, внеблоковой. Страна не будет форпостом, защищающим за счет тысячи миллионов смертей украинцев какие-то призрачные западные ценности, которые вот сегодня мы видим полетели ко всем чертям, как колода карт разлетелись в разные стороны, как только Трамп про Гренландию заговорил. Да? О, да. И это будет страна, которая вернется сама к себе. Это страна, которая вернется к своим вековечным традициям, своей вековечной православной культуре. Страна, которая вернется к тому, что герои будут героями. Бандиты будут бандитами, память от них будет стерта. Так что все будет. Весь вопрос. Может быть, знаете, может быть сегодня, просто действительно, вот вы начали с этого сегодняшнюю передачу, да, что сегодня вдруг что-то в воздухе очень активно сгустилось, предвестие как будто бы, да, в политическом воздухе, предвестие как будто бы мира. Вот, и возможно, мы с вами чуть-чуть эти события приукрашиваем. Это наше желание больше мира, оно так больше говорит за нас, но другого просто не будет. Я не верю в то, что Украина исчезнет. Я не верю в то, что куда-то могут просто так исчезнуть ну, хотя бы 30 миллионов человек. Вот. Я не верю, что жизнь по Европам, какая бы она там ни была сладкая, это жизнь, вернее, какая бы она ни была удобна, это сладкая жизнь. Ни в коем случае. Сладко только на родине. Сладко только дома. Дома у себя. Вот это да.
Вот. И я думаю, что в конце концов мы справимся с этим, и Украина восстановится как нейтральное, внеблоковое государство, государство, осуществляющее функцию, которая геополитически в нее заложена. Так а что Функцию по личностям? А по личностям, да уж кого украинцы сейчас хотят. Тут же вопрос в том, что избранная личность, ну, не знаю, Залужный это может быть, я не знаю, кто еще это может быть. Проблема большущая, проблема заключается в том, чтобы в рамках этого мирного процесса, ведь любую фигуру, которая сегодня популярна в Украине, Европа примет, чтобы Россия примет. Вот вопрос. Да? Чтобы, если уж мы говорим о мире, то тогда эти мирные инициативы реализовывал тот человек, с которым будут вести диалог. Будут ли вести диалог с Залужным, не знаю. Не знаю. Точно уверен, что вряд ли будут вести диалог с Будановым, как на это не ставится, как об этом не говорят, что вот, возможно, Буданов. Нет. Знаете, когда человек одно, скажем, вел в бой войска, это одно. А когда человек устраивал террористические акты, и когда он этим гордился, ну, это, знаете, это как-то, это перебор для политического, для международной политики, это перебор. Это может быть неплохо для внутренней политики общества, находящегося в ситуации военной экзальтации, возможно. Вот. Но как для мировой международной политики нет. О Трампе буквально пару слов и перейдем к вопросам зрителей. Безусловно, друзья, пишите свои вопросы, как говорится, милости просим. Василий, ну вот вы так намекнули на Гренландию, как полетели ценности в Это тартарары. Трамп намекает на Гренландию. Но ведь тут тоже такой момент, понимаете? Одни говорят, что это все вранье, ну это все преувеличение, приукрашивание действительности. Другие говорят, что да нет, легко может забрать, да и все, и никакого сопротивления не будет. Третьи вообще это все как бы везде деньги стоят, редкоземы, какие-то проекты, прогнут этих датчан и гренландцев заодно, и будут там править. Ну а зачем к себе там 51-м штатам присоединять? Но это очень серьезный удар по монархиям, это очень серьезный удар по, ну, по всем порядкам. И кажется, что Россия больше готова к подобным ударам, да, чем Европа. Но с другой стороны, вот это право сильного, оно позволит всем решать свои вопросы как угодно. Не спустимся ли мы в как бы трюм хаоса, который еще и подтапливается, да, как вот после удара дроном, ну вот как сегодня там показали видео, да, в Черном море, и все потонем со всем этим миропорядком мы пустимся в глобальную войну. Он сейчас уже сообщают 2 дня и новый орешник в течение 2 дней. Ну, это такие информацию распространяют, там разведка, орешник будет. И все так переглядываются, думают, ну, орешник, а какой будет орешник? Да? И все спрашивают, а будут предупреждать мирное население, если, например, будут орешником ловить Зеленского? Ну и так далее, и так далее. Масса вопросов. И в этой, я почему этот привожу пример, возможно все. Вот в таком порядке вещей возможно вообще абсолютно все. Да, да, ну я говорю, повторюсь, я офицер стратегических войск Советского Союза. Вот. Я служил как раз-таки на атомных подводных ракетоносцах. И ситуация с Гренландией, это реальная ситуация, очень выгодная, если Трамп Гренландию пригребет. Это очень сильно. Соответствует действительности то, что Трамп заявляет, Гренландия необходима для построения золотого купола, для антиракетной системы. Вот. То, что это демонстрация силы Трампа, ну да, конечно, не всякого сомнения. Мало того, я думаю, что рукоплескать Трампу будут и Россия, и Китай, и страны БРИКС будут ему как-то неудивительно рукоплескать. Почему? Потому что длительное время необращение Европейского Союза, ну, вот западного мира, необращение на справедливые требования не только России, многих стран, о справедливом миропорядке, о многополярном мире, о том, что давайте играть по одинаковым правилам, все
имеют право на единую и неделимую систему безопасности, необращение на это внимания приводит к тому, что в конце концов сами европейцы оказываются в ситуации, когда отсутствие этих механизмов их самих уничтожает, их самих унижает, им самим показывает истинное положение дел. И я, конечно, не знаю, но как там Трамп дальше поступит. Мне кажется, на планете Земля сегодня нет ни одного человека, который может спрогнозировать, вы знаете, эти пульсации Трампа. Вот. Но для Соединенных Штатов крайне выгодно либо купить, вот, как в свое время Аляску, да, либо военным образом это захватить, но это действительно крайне выгодное приобретение для Соединенных Штатов Америки. Ну и я, честно говоря, думаю, что будет удивительно, когда Трамп это сделал центром своей внешней политики на сегодняшний момент. Он же не первый день об этом говорит. Вот. И когда сегодня это достигает такого апогея напряжения, что Трамп вдруг передумает. Все мы увидим. Но если Америка Гренландию заберет, это будет для Америки очень выгодно. И, к слову сказать, это создаст серьезные угрозы для России. Вот, потому что Гренландия, находящаяся в таком серьезном управлении Соединенными Штатами, как часть Соединенных, действительно возможность реализации идеи Золотого купола, что поставит перед Россией, перед Китаем, поставит ряд новых вопросов, которые надо решать. Да, значит, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Всем большое спасибо, что проголосовали. Сейчас будем переходить к вашим вопросам. Пишите в чат трансляции, пишите в сообщество, в общем, где вам удобнее, там и пишите. Подведем только итоги. Да? Закончите предложение, которое начинается словами: «Война в Украине», 16% уходит в другие регионы, 22% подходит к концу, 31% по-настоящему только начинается, и 31% же стала нормой, без нее уже никак. Вот такие печальные итоги нашего сегодняшнего опроса, и нет победителя. Мнения очень сильно рассыпались. Но что поделать. Люди говорят, что, смотрите, да, то есть без войны-то уже никак. А как же? Войны, может... Как без войны? Что бы вы сказали этим людям? Я бы сказал тем людям, которые... А сколько процентов там получается? 31. 31, да? Еще не начинали всерьез, и ровно столько же, 31, что... То есть можно сказать, что 60% людей говорят о том, что они видят продолжение войны. Ой, дорогие друзья, со всем огромным к вам уважением, знаете, когда Конфуций определял благородного человека как человека, у которого в единстве находятся слова, мысли и поступки. То есть, когда человек говорит, мыслит и поступает в одном ключе. А если человек, сидя на диване, говорит о том, что войну нужно продолжать, ибо без войны невозможно, и добьем до последнего, там, либо с одной, либо с другой стороны, и при этом сам лично не берет автомат и не идет на передовую, считать такого человека, во всяком случае, Конфуций, благородным не будет. И ежели вот сторонники дальнейшей войны, продолжения войны, а не поиска дипломатического урегулирования, подчеркиваю, такого дипломатического урегулирования, когда система единой и неделимой безопасности будет действовать для всех участников сегодняшнего конфликта. То есть, когда в конечном итоге будут приняты все требования, но в том числе и требования России. Вот. Так, требования, смотрите, требования Украины. Какие? Так, требования Украины, которые на сегодняшний момент совершенно уже не способны. Главным требованием Украины мы будем воевать за то, чтобы мы стали в НАТО. Это самое главное требование. Все. Так уже и НАТО не существует. Де-факто. Хотя де-юре вроде на бумажке есть. Ладно, это же не просто уже Турция, которая периодически имела как член НАТО свое мнение по поводу процессов, происходящих в мире и в НАТО в том числе. Уже Соединенные Штаты, которые, собственно, НАТО и есть. Соединенные Штаты НАТО рушат. Куда?
Ну и заявление-то уже сколько понаделано по этому поводу, что ни в какой обозримой перспективе вообще никогда Украина в НАТО не будет. Мы, понимаете, мы с вами воюем, уже забыли за что. Воюем, уже забыли за что. Это как, не знаю, как в вечном скандале двух соседей. Кто-то когда-то какое-то обидное слово сказал, потом вихрь этих взаимных обвинений дошел до того, что соседи стали врагами злейшими на всю жизнь и даже не помнят почему. Вот. Здесь, знаете как, мне кажется, нам, украинцам, нам бы, знаете, что было бы неплохо, Александр, чтобы вернулась в наш с вами голову, в души, в сердца, вернулось четкое понимание, что есть хорошо, что есть плохо. Да. Кроха, сын к отцу пришел, да. И спросила Кроха. Вот это понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, например, война – это плохо, холод в доме – плохо, разрушенные города – это плохо, и наоборот. Созидание – это хорошо, любовь – хорошо, тепло в доме – хорошо, новый завод – это хорошо, новые торговые рынки – хорошо, сотрудничество – это хорошо. Да, взятые в кредит деньги – это не заработанные деньги. Это не заработанные деньги. Заработанные деньги – это хорошо, да, одолженные деньги – это так себе. Но если же ты планируешь заработать, тогда почему бы и нет, вроде как неплохо. Но взятые в кредит, это же, понимаете, это же уникальная вообще история. Это уникальная война. Ты берешь в кредит деньги, отстреливаешь их, ничего не зарабатываешь, берешь новое и отстреливаешь и продолжаешь так, понимаете? То есть пока кубышка не оскудеет, пока деньги дают. То есть это же не приносит прибыль. Когда все рассказывают нам про каких-то мафию оружия, это безусловно есть. Оружейники, Макрон вот с подбитым глазом говорит, что оружие у нас лучшее в мире, покупайте у нас. Оружие деньги не приносит. Это к вопросу, что такое хорошо, что такое плохо. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Пожалуйста, сообщество YouTube отсюда. Значит, Лина Востроилова. Внутри говорится об успехах Украины. Реальные факты говорят вообще о другом. Зачем этот фарс? Это желание с этим фарсом затянуть процесс войны. А правда, откуда вот эта мода на потужность? Все же ее высмеивают уже. Все, те, кто потужничал, все говорят, это же смешно. Это превратилось с лозунга Зеленского в смехотворное глумление над украинцами. По инерции. По инерции это те люди, которые слишком сильно потужничали и на самом деле уже связали с собой, как вот Зеленский, например. Они действительно превращаются в мемы, над ними смеются. Вот. Ну и зачем это нужно? Да, ваша подписчица очень точно говорит. Для затягивания процесса. Затягивание процесса – это продолжение жизни Зеленского. Конец процесса, конец Зеленского. Все. Это да. Значит, так, Шелест, задай вопрос. Хотят ли войны? Твой собеседник на него не ответил. Смотрите, и тут пошла дискуссия, что итоги опроса – это то, что видят люди вокруг, а не то, что они хотят этой войны. Да? То есть вот в этом аудитория немножко не понята оказалась. Вот такой момент. Ну да. Ну тут, видите, так сам вопрос сформулирован, что, кажется, двояко можно подойти. Я-то подошел с одной стороны, но я тогда приношу свои извинения тем, кто именно с этой стороны подходил. Но я не извиняюсь перед теми людьми, которые требуют войны вместо мирных переговоров, которые требуют уничтожения до последнего украинца, либо уничтожения, нанесения стратегического поражения России во что бы то ни стало. Я выступаю за дипломатический путь, и мне кажется, что мы сейчас как никогда к этому приблизились. Так, Бандера для Украины – это хорошо или плохо? Сегодня было... Это беда. Это беда, это бацилла, это инфекция. Это большая инфекция, понимаете, это ядовитые грибы, которые памятники ему, действительно, как ядовитые грибы сегодня
повырастали, да и продолжают расти по всей Западной Украине и двигаются, понимаете, прямо захватывая территории. Их уже в Житомирской области понаставили Бандере, Шухевичу и Бульба-Боровец, он сам из Житомирской области выходец. Тоже садист, у которого вот так вот руки в крови украинцев, вот, которые вот следовали этому принципу. Ежели это Шухевич когда-то высказал этот принцип, если из 40 миллионов украинцев останется 20, то есть нам придется убить 20 миллионов за то, что они сотрудничают с Россией и москали в принципе, то это хорошо, потому что оставшиеся 20 будут чистой украинской нацией. Вот. Так что это беда. Это большая беда, которая подлежит хирургическому излечению. Да, безусловно. Значит, так. Почему Шуфрича не выпускают, за него не вносят залог? Ой, с Нестором, я не знаю. Вы знаете, я так радовался, когда сказали о том, что появилась информация о том, что может выйти под залог. И залог-то мне показался сначала не очень большой, как если говорить о фракции, да, о его коллегах из фракции, там миллиардеры, которые, 30 миллионов-то уж точно могли внести, или 33, сколько там, не помню точно. Точно уж могли внести за Шуфрича. И то, что за него они до сих пор не вносят залог, это может говорить только о напряженных отношениях между Шуфричем и фракцией. Ну, пока вроде как торгуются непосредственно Дай за то, бог, чтобы... дай бог, дай бог, и дай бог, чтобы, конечно, Нестор был на свободе. Да, тут смеются Шуфрич, Махновец. Так, вопрос. Нестор, друзья, Нестор на самом деле правильный человек. Он правильный человек, но он веселый человек, да. Но на самом-то деле его юмор, он всегда в себе содержал очень мощный стержень. И Шуфрич всегда работал над укреплением связи между Украиной и Россией. И Беларусью. Всегда. Ага, так, значит... Так. Вот такой вопрос. Как ваша жена относится ко всему, что творится сейчас на Украине? Ведь она внучка героя СССР Калинина, пишет Лара. С большой болью. Моя жена относится к этому всему с огромной болью. Действительно, ее дед очень героическая личность. Дед, кстати, под Ленинградом, он 3 суток сдерживал наступление полка. За 3 суток он снайпер был. Вот за 3 суток положил почти роту, то есть почти 100 человек. Немцы не понимали, что происходит. Вот. Никто не мог в это поверить, когда в конце концов это все закончилось. Про него книга есть очень интересная, написана. Вот. И, конечно, вы знаете, в нашей семье патриотическое воспитание очень сильно. И именно то, что у меня, понимаете, моему деду из Житомирской области. Да, вот у меня 2 деда. Один герой социалистического труда, Николай Волгает, который, там колхоз-миллионер построил в Житомирской области, вот этот Вышевичи как раз-таки, колхоз имени Ленина был. А второй, вот кавалер орденов славы. Так ему жизнь, это мой дед, это двоюродный дед, герой социалистического труда. Вот. Ему жизнь спас русский парень Ваня из Люберца. Понимаете? Из Люберца. То есть была ситуация, он мне каждый день на День Победы, мне где-то рассказывал всю эту историю, когда приезжал, я к нему в гости приезжал. Под Сталинградом была ситуация. Дед у меня командовал крупнокалиберными гаубицами, там вот расчетами крупнокалиберных гаубиц. И получилось так, что немцы, там рощица такая какая-то была, как дед мне рассказывал, 100 раз мне одну и ту же историю, но я с удовольствием это все слушал. Они вышли, диверсионная группа, и вступили в бой, сразу убили наводчика. В общем, где-то отбились от этого. Но была ситуация, когда у подающего снаряда убили. И дед, как командовал расчетом, да, он сам стал подавать снаряды. Снаряды большие для этой гаубицы. И тут выходит 2-я диверсионная группа. И, говорит, дед рассказывает, немец вышел прямо на него с автоматом. А дед говорит, я стою с этой дурой, со снарядом. А он же не стреляет. И тут парень этот Ваня, он прыгает сам. У него ППШ автомат. Он стреляет по немцу. Немца убивает. Но немец успел 2 пули засадить Ване, которые в деда летели. 2 пули засадить Ване, они в позвоночник попали.
Думаю, что Ваня погиб, бой закончился, а Ваня оказался жив. Его парализовало. Война закончилась. Дед мой закончил в Кенигсберге войну. Вот. Он потом в Люберцы на 9 мая каждый год ездил в Люберцы. Они с Ваней, ну, Ваня лежал, они по 50 грамм там выпивали, вспоминали. Умер Ваня в 53 году. Вот. Помню, ну, год смерти Сталина Ваня умер. И вот я живу, мой дед родился, отец мой родился после войны. Потом меня родил, сестру мою родил. Я детей нарожал, внуков у меня уже 6 штук. Понимаете? И все это благодаря чему? Русскому Да, парню Ване из Люберец. Понимаете? да, ну вот так. Так что в нашей семье это очень сильно. И я вам скажу, что моя жена точно так же смотрит с огромной болью. С огромной болью, когда вот это происходит. Это когда мы, стоявшие в одном строю, вдруг стали друг напротив друга. Кристина спрашивает, вопрос, если что, с сарказмом, капитуляция или мирный договор? Что предпочтительнее сейчас? Ой, я не понимаю, если можно подписать мирный договор, а зачем подписывать капитуляцию? Конечно, мирный договор. И все же просто. Мирный договор. И не надо выдумывать, что мы капитулируем перед Россией или что-то там такое. Слушайте, есть мирный договор Трампа, который согласован с Россией, который сегодня может быть реализован. Просто его нужно принять. Просто всего на сегодняшней ситуации согласиться с реалиями, которые есть, прекратить убийство и начать восстанавливать страну. Конечно, мирный договор. Значит, ну понятно, там дед в гробу переворачивается, да, многие переворачиваются в гробу. Вот, да, я вот тоже, там, если так обернуться назад, то, господи, нельзя такое говорить, пускай лучше живы были бы все, да и долгих лет было, но иногда так смотришь, думаешь, ой, не. Хорошо, что там Господь забрал чуть раньше, да, ну, чем вот 22-й год. Вопрос, ваше отношение к Хрущеву и к Брежневу по отдельности? Ну как, я с ними лично не был знаком. Вы знаете, я предпочитаю высказывать ну, свое отношение по поводу личного знакомства. Если о временах, о хрущевских, брежневских вы говорите, но ведь так много всего понаписано. Ну, вы можете взять, с одной стороны, тех, кто Хрущева обливает грязью, с другой стороны, тех, кто его превозносит. Для меня, знаете, Брежнев для меня великий человек, хотя бы одним тем, что, но для Украины, я возьму такие данные, для Украины. За времена Брежнева на Украине было построено 20 миллионов домохозяйств, квартиры, дома, общежития, 20 миллионов. И бесплатно розданы людям. За 30 лет независимой Украины мы построили 1 миллион квартир. И за большие деньги продали людям. Понимаете? 20 миллионов квартир и 1 миллион. Вот. То есть во времена Брежнева, да, к сожалению, на тот момент Советский Союз не в состоянии был выдержать то организованное против него давление. Это давление экономического характера, то есть когда довели до минимума цены на энергоносители. Вот. Это гонка вооружений, которую запустили с огромными темпами, не смогли сбалансировать. Ну и, конечно, это предательство элит, предательство советских элит, которые довели до крушения Советского Союза, продались, проще говоря. Вот. Это, знаете, это как, ну, если у вас есть, например, корова, которая дает вам молоко, и она заболела, да, так ее сразу брать и резать. Лечить же можно. Вот нечто подобное произошло, а Советский Союз решили зарезать. Вот. Так что мое отношение к Брежневу как к человеку, который сделал очень много хорошего для всего Советского Союза, для народов Советского Союза, вот, и для Украины в частности. Вопрос. Если кто-то сказал, что украинцев может объединить только кладбище, значит, тот кто-то уже похоронил Украину, спрашивает пользователь. Да, это же Кулеба, вице-премьер, да, заявил о том, что украинцев на сегодня объединяет только кладбище. Это трагедия. Это человек, знаете, этот человек, кажется, даже не понимая или понимая.
высказал такую, знаете, многолетнюю кладбищенскую украинскую логику. Не знаю, вы помните это, Александр, не помните, но это происходило с моими детьми. Когда идея Голодомора стала доминантной. То есть идея Голодомора в Украине стала идеей, как Ющенко неоднократно высказывал, формирующей нацию. Мгм. Осознав, что нас уничтожали русские целенаправленно, мы тогда, значит, формируем нацию как единое вокруг этой трагедии, вокруг этой беды. Когда детей, моих детей, в школе объявляли конкурс рисунка по Голодомору. Послушайте, я своей дочери сказал, ну, сегодня ей уже 22 года, я ей сказал, не вздумай этого рисовать. Но я видел этот конкурс. Гробики, эти красноармейцы с кровавыми штыками. Понимаете? Круты, да, да. Да, ну, это Любили еще ужасно. круты во времена Круто, Ющенко, да. совершенно верно. И вот эта кладбищенская логика, это большая беда, большая трагедия, которая на самом-то деле просто вымывала оптимизм, которая вымывала на самом-то деле конструктивизм, и которая, увы, разжигала ненависть. Потому что у нас же был главный враг. Крут кто? Муравьев, который русские войска полчища привел сюда на Киев. Да? Кто у нас был в Голодоморе? Да, конечно, это не украинцы писали доносы друг на друга. Это не украинцы вроде бы как были в этих отрядах, которые ходили и хлеб-то забирали кругом. Это из Москвы все приехали. То есть вот этот ужас этого идиотизма, увы, он сработал. Целый музей по этому поводу функционирует, которая там одна такая тендитная девушка возглавляет, и музей Голодомора. Вот. Это кладбищенская логика, которой на самом деле хотели Украину объединить. Да, ваш подписчик прав. Так, значит, следующий вопрос вот такого порядка. Саня, спроси у гостя, где он был 19 августа 1991 года и почему нарушил присягу, где четко сказано «встать на защиту своей родины СССР». Прекрасно. А как зовут автора? Непонятно, тут не видно в чате, ну, через собачку и Дорогой, имя, да. 19 августа происходила интереснейшая ситуация. Я был в Гремихе. Гремиха – это на Кольском полуострове такая крайняя точка. Там находится база атомных подводных лодок. Я был со своим экипажем, и произошла удивительная тогда вещь. Мы ничего толком не понимали, но вы поймите, люди военные, они находятся тогда, тем более, в ограниченных рамках устава, в ограниченных рамках информационных и тому подобное. И вот нас всех собирают по тревоге. Это когда первый там переворот происходит. Я уж последовательность не помню. Когда там в Фаросе арестовывают Горбачева и так далее. ГКЧП появляется. Вот. Нас всех по боевой тревоге. Корабли все вышли на рейд. То есть все наши подводные лодки вышли на рейд. И мы 3 суток ждали. Нам сказали, что на самом-то деле арестовали, появился ГКЧП, да, замполит вышел перед всеми нами, появился ГКЧП, что на самом-то деле это борцы, которые хотят бороться за сохранение Советского Союза. Горбачев как преступник арестован в Фаросе, мы все должны блюсти военный порядок, и все, в общем, мы 3 суток болтались на рейде. Мгм. Прошло 3 суток, мы возвращаемся. Тот же самый замполит говорит: друзья, в конце концов, ГКЧП как преступники арестованы. Наш народно избранный президент освобожден. Я тогда первый раз увидел вот это такое мгновенное переворачивание. Но по поводу присяги я вам скажу. Я присяги не изменял. Никакой другой воинской присяги я не давал, только присягу Советскому Союзу. Еще до почти 1994 года, 1994 года, я служил на флоте. Да, тогда постоянно поднимали вопрос о том, что офицеры должны все дать присягу на верность России, но я до последнего в это не верил. Я до последнего был уверен в том, что будет, как сказали в 1991 году, будет новый союзный договор. Ну как у меня, вот я был командиром турбинной группы, да, у меня больше всего моряков в моей турбинной группе на атомной подводной лодке. Слушайте, у меня тут и казах, и прибалт, и русский, и украинец, да мы все. Слушайте, а беда когда была? Когда у меня возгорание было в отсеке. Когда Менгалиев с собой Петрова спас. Понимаете, сам погиб. Вот. То есть для меня это все была катастрофа. Я не дал присягу на верность России. Увы, я был вынужден уволиться.
Вот я тогда, собственно говоря, и приехал в Украину и стал работать сначала бизнес, потом политика, общественная деятельность. Да, значит, ну давайте точку поставим на вот таком вопросе. Вопрос, чем украинцы отличаются от русских? Что бы вы сказали русским, что бы вы сказали украинцам? Знаете, есть такая трогательная песня, что как-то русские, никто не может с русскими воевать, смысл как-то такой, только русские могут биться с русскими, да. Так вот, украинец на сегодняшний момент это тот же русский, которому, к сожалению, промыли мозги. Это самая большая беда. А так, суть-то одна. Но я повторюсь еще раз, пожалуй. Не помню, где-то в другой записи где-то с кем-то говорил. О том, что напротив Кремля сегодня стоит киевский князь Владимир, крестивший Русь, положивший основу нашей великой святой Руси. Руси малой, великой, белой, красной, но именно тому самому православной цивилизации, которая на сегодняшний момент утвердила себя, устоялась и дальше будет развиваться. Дальше будет развиваться. Мне не верьте. Поверьте Шпенглеру. Вот Шпенглеру. Освальд Шпенглер. «Закат Европы», который 100 лет назад написал, в 1918 году. На протяжении 100 лет Европа будет разлагаться, центр силы переместится в Соединенные Штаты, но на Востоке возникнет две новые цивилизации, русская и китайская, которые и будут доминировать ближайшие 200 лет. А это мы, и украинцы, и русские, и белорусы. Не китайцы точно, мы. Это да, это да. Василий Волга был моим собеседником сегодня. Благодарен за время и мысли. Спасибо вам. Всех обнимаю. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста, не забудьте, и подпишитесь на телеграм-канал Василия, ссылки в описании. Напишите, что думаете по поводу нашего сегодняшнего прямого эфира. Всем большое спасибо за то, что мы были вместе, да? Экватор переступили мы первого месяца года. Будем надеяться, что все-таки Ребе, хоть и оказался неправ, Днепропетровский, но где-то там рядышком, туда, в ту сторону мы все-таки идем. Всем мира, добра и света.